Ложное ступени. Приветствую! В прямом эфире «Большой космос». Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! Олег Артемьев и Денис Матвеев провели успешный выход в открытый космос. Самые яркие моменты ВКД-52 прямо сейчас. Колонка города Густи подстрахована. Так, Денис, посмотрел, да? Так, рубок бэк на двух. Во всяком воздухе стоит. Так, ролики вышли из освещения. Готов с толкателем поработать. Все, может открывать. Так, зафиксирован. Зафиксирован. Прихожу к САГу 9, таблицы, часть точки управления. Я думаю, что здесь неправильно стоит площадка. Это резинка от ТПО и варсовка. И вы пришли. Да. Так, хорошо. Так, все, понял. Так, держишь? Так. Ну, я тебе помогу, а потом принесу. Давай. Олег, теперь эти болты тебе будут сниться. Надо делать так, чтобы вам снилось. Вот и все. Я здесь вижу. Отдыхаем и ожидаем квитанцию на закрытие выходного люка. Принято. Вы смотрите «Большой космос». У нас в студии главный эксперт сегодняшнего эфира, почетнейший гость Сергей Константинович Крикалев, герой Советского Союза, герой России, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам. Сергей Константинович, приветствую, спасибо, что пришли на эфир. Здравствуйте. Завершился выход в открытый космос Олега Артемьева, Дениса Матвеева. Ваша оценка, ваше впечатление, как отработали космонавты? Выход прошел штатно, никаких замечаний нет. Кроме того, для Дениса это был первый выход, и я считаю, что он вполне с ним справился. И надо сказать, что здесь Олег Артемьев, который был главным действующим лицом, может быть, на этом выходе, не только выполнил свою техническую программу, но и справился с задачей инструктора, который передавал свой опыт космонавту, который выходил впервые. Мы стараемся делать так, чтобы полеты у нас были опытного с неопытным. Вот первый выход был опытного с неопытным. И в данном случае, может быть, успех этого выхода определяется тем, что программа построена так, что у нас не впервые сталкиваются с новыми какими-то ощущениями, новыми проблемами два новых члена экипажа, но когда один из них уже имеет определенный опыт. Ну, Олег Германович опытнейший космонавт. Мало того, я хочу сказать, что он до того, как попал в отряд космонавтов, работал в подразделении, которое готовил выходы. Корабельную деятельность РКК «Энергия». Да, он сам работал и в гидролаборатории много раз еще до того, как пришел в отряд. Поэтому опыт у него, конечно, есть. И это одна из причин, почему на такой сложный с точки зрения выхода в полет он назначен для того, чтобы с наибольшей вероятностью успешно выполнить программу. Следующая внекорабельная деятельность 28 апреля. Очень небольшой интервал по времени. Специфика подготовки, восстановления с учетом вашего уникального опыта, ведь у вас было 7 выходов и тоже с очень небольшими промежутками. Были разные промежутки, но действительно у нас несколько выходов, по-моему, 4 выхода было фактически в одном пакете. Мы выходили через 4 дня. В данном случае времени побольше, поэтому здесь стоит вопрос не только в восстановлении физическом человека, но и подготовки скафандра, подготовки его после выхода или приведения в исходное состояние, потом подготовки его к следующему выходу, сменные элементы, проверки систем скафандра. Поэтому времени достаточно, но кроме этого
нужно определенное время для того, чтобы подготовить задачу следующего выхода, потому что следующий выход планируется с манипулятором, с новым, и серия выходов, которые у них есть, этот полет вообще насыщен выходами в космос, она связана с тем, что мы вводим в строй манипулятор «Эра», которую делало Европейское космическое агентство и который интегрируется вот в российский сегмент. Сергей Константинович, Олег Артемьев, Денис Матвеев работали и будут работать с манипулятором «Эра», как вы сказали, а вы в свое время с Анатолием Арцебарским работали по эксперименту «Сафора». Как-то можно сравнить вот эту практику работы в открытом космосе? Проведение эксперимента, который делался в процессе строительства фермы «Сафора», это был как бы технический, технологический эксперимент, потому что многие вещи были непонятны. На тот момент опыта сборки таких больших конструкций не было, и мы должны были впервые попробовать собирать эту конструкцию, чтобы оценить, насколько это возможно, насколько это трудоемко, насколько это реализуемо. То, что сейчас делают ребята, это подготовка к тому, чтобы в дальнейшем работал манипулятор. И мы надеемся на то, что работа с этим манипулятором вообще даст определенный толчок в работах на российском сегменте, потому что эта «Эра» позволит выполнять часть задач, которые традиционно выполнялись космонавтами, выходя в космос, экспонирование определенных материалов, возврат результатов эксперимента внутрь. Сейчас, после установки шлюзовой камеры на МЛМ и при наличии такого манипулятора, часть этих задач можно будет переложить на автомат. Сергей Константинович, спасибо, как всегда, очень интересно и на основании вашего богатейшего личного опыта. Может быть, несколько слов пожеланий нашим космонавтам, напутствия, ну вот перед будущей ВКД? Ну, мне хотелось бы пожелать, чтобы все было штатно, чтобы все было как запланировано. Не всегда это получается, но я надеюсь, благодаря вашей квалификации и хорошей поддержке специалистов на Земле, следующий выход будет штатный, что позволит штатно продолжить и дальнейшую программу. Спасибо огромное. Это «Большой космос». Мы продолжаем. На космодроме «Восточный» продолжаются интенсивные работы по обустройству стартового комплекса ракеты «Ангара». Все подробности у коллег из ЦНКИ. На космодроме «Восточный» продолжается монтаж кабель-заправочной башни на стартовом сооружении для ракет-носителей «Ангара». Космический ракетный комплекс «Амур» для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» создается прямо на наших глазах. Кабель-заправочная башня для ракет-носителей уже собрана до 8-го этажа. Прямо за моей спиной готовится к монтажу 9-й уровень кабель-заправочной башни. А 18 апреля специалисты уже установили на нее первое технологическое оборудование. Специалисты подрядной организации «Акционерное общество Криоген-Монтаж» под контролем акционерного общества «ЦНКИ» на 7-м уровне установили в проектное положение одну из основных частей системы заправки жидким кислородом разгонного блока. Это 5-тонный теплообменник. Он необходим для контроля температуры жидкого кислорода, которым будет заправляться разгонный блок полезной нагрузки, выводимый на орбиту. 18 апреля на 7-й уровень кабель-заправочной башни мы установили теплообменник системы заправки жидким кислородом. Это первое технологическое оборудование, которое было смонтировано на кабель-заправочной башне. 19 апреля мы установили в проектное положение металлоконструкции 8-го уровня. Сейчас готовимся к установке 9-го уровня и проводим крупноузловую сборку с 10 по 16 уровень. Работа проводится согласно нашего внутреннего графика. Собрана уже половина одного из самых массивных агрегатов стартового комплекса. Впереди еще 8 этажей, монтаж тонн технологического оборудования и установка ферм ветрового удержания. Перспективы цифровизации ракетно-космической отрасли обсудили на представительном профессиональном форуме с участием Корпоративной академии Роскосмоса. Новые подходы к управлению, ускорение и автоматизация производства, универсальность и экономия ресурсов, создание единого информационного пространства. Студенты хотят этому учиться, стартаперы хотят на базе этого делать какие-то свои идеи. Роскосмос продолжает стратегический курс на цифровую трансформацию отрасли. Это инструменты, на самом деле, как стать нам сильнее и эффективнее в сложное время. Вот этим надо заниматься.
Значит, при этом не надо быть, ну, что называется, подражать кому-то. Надо каждый раз искать какое-то творческое решение. Что выгодно, то делаем. Что себя не оправдало, не надо повторять чужие ошибки. В рамках реализации первого этапа стратегии цифровой трансформации госкорпорации «Роскосмос» была сформирована система управления в области развития цифровых и информационных технологий. Мы провели оценку цифровой зрелости и понимаем, что ключевой точкой роста для нас сейчас является не технологии, а именно кадры и человеческий потенциал отрасли, чтобы выходить на новые рынки, чтобы создавать новые клиент-ориентированные сервисы, чтобы в нынешних кризисных условиях выйти из текущей ситуации более сильными, более конкурентными, занять новые ниши и стать более эффективными. Важная задача обучающего курса по цифровой трансформации, который создан при поддержке Корпоративной академии Роскосмоса, обозначить приоритетные направления и выработать единый подход в этой перспективной сфере. Мы обязательно рассмотрим цифровые инструменты, какие существуют платформенные решения на сегодняшний день, какие существуют решения в области программного обеспечения, какие решения должны использовать предприятия, если хотят полностью организовать цифровое производство. Специалисты постарались максимально адаптировать госкорпорацию «Роскосмос» для перехода на новые цифровые рельсы. Есть еще такой немаловажный эффект – прослеживаемость, да, он называется, когда мы те вещи, которые раньше были скрыты, мы их поднимаем на поверхность, учимся с ними работать. На предприятиях Роскосмоса уже занимаются формированием цифровой корпоративной культуры и повышением уровня цифровых компетенций руководящего состава. Если вы сразу на этапе проектирования создали цифровую модель, потом по первым моделям ее поправили и удостоверились в ее достоверности, дальше вам не просто не нужно делать новые модели для новых спутников, особенно похожих по исполнению. Вы можете сделать еще один шаг вперед. Вы можете смоделировать поведение изделия, спутника, ракеты в самых больших нагрузках. Это крайне важно, и это уже показало результат. Обучающий модуль сразу позволяет идти по единым стандартам, опробировать, обсуждать, выбирать наиболее эффективные решения и получать от участников обратную связь. Отраслевое совещание руководителей пресс-служб предприятий ракетно-космической отрасли прошло в госкорпорации «Роскосмос». В повестке были темы, требующие особого внимания в этом году. Перспективные проекты и, конечно, актуализация основных задач с учетом сложившейся геополитической обстановки. Рабочую встречу открыло выступление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он попросил собравшихся уделить особое внимание работе по освещению диверсификации и трансформации отрасли с учетом введенных ранее санкций. В тех условиях, в которых мы оказались, мы понимаем, что санкции надолго, может быть, даже частично эти санкции навсегда, и они лишь только, ну, скажем так, активизировались, да, они проснулись, эти санкции, в условиях, которые были созданы специальной военной операцией. На самом деле эти санкции в любом случае были бы направлены против нас, как только мы начали бы еще больше укрепляться. Санкции против нас – это реально вызов, который неминуемо приведет к трансформации ракетно-космической отрасли. Она станет еще более системообразующей. Она получит возможность влиять на соседние отрасли, создавая для них высокотехнологичные продукты. И об этом надо говорить. Об этом надо писать. Поэтому и вашу работу надо трансформировать. Надо показать, что из себя представляет эта мощь под названием «Роскосмос». В совещании приняли участие более 30 руководителей пресс-служб основных предприятий отрасли. Центра имени Хруничева, ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра подготовки космонавтов, холдинга «Российские космические системы», ЦНКИ и других предприятий. Продвинутая молодежь мечтает о карьере в ракетно-космической отрасли, но при этом понимает, что придется трудиться, выкладываясь на все 100. В Московском государственном техническом университете имени Баумана прошел День студента Роскосмоса.
Учащиеся, набранные по целевой программе подготовки, получили подробную информацию от представителей госкорпорации о будущей профессии и их перспективах в ракетно-космической отрасли. Роскосмос за последние 5 лет принял на работу в свои предприятия свыше 7,5 тысяч студентов. В МГТУ имени Баумана учатся 1500 наших целевых студентов. Это те люди, которые уже сегодня являются нашими коллегами. Это те люди, которые видят свое место в жизни в ракетно-космической отрасли. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блашенко в своем докладе рассказал студентам о важных научных открытиях, сделанных благодаря космическим исследованиям, и научных прорывах, которые ожидаются в будущем. И, конечно, постарался ответить на все непростые вопросы ребят. Практически все технологии дистанционного зондирования Земли — это фактически технология разведки. То есть технологии космические, они практически все двойного назначения. Возможность прикоснуться и стать частью огромной команды Роскосмоса у ребят из Бауманки уже есть сейчас. Программа целевого набора — это гарантированная интересная профессия и уверенность в будущем. Мы их зачисляем в штат предприятия на неполную рабочую неделю. Приходят они на должность техников, и 4 года они совмещают обучение в ВУЗе с работой на предприятии. Чтобы стать целевым студентом, нужно пройти конкурс. Это примерно 220-230 баллов по последним 3 годам по сумме 3 экзаменов – физика, математика и русский язык. На выбор для студентов открыты двери более 20 предприятий ракетно-космической отрасли. Проектирование микроэлектроники, создание космических приборов, стартовых комплексов, ракет-носителей и многое другое. У нас тоже есть возможность, даже находясь еще на практике, работая, только начиная им быть в путешествии, так сказать, по командировкам на действующие космодромы, то есть это Плесецк, Восточный, Байконур. И могу сказать ребятам, чтобы они не задумывались, шли, брали эту ответственность. После университета, после конца твоего обучения ты будешь востребован как человек, как новый сотрудник. И ты не останешься без рабочего места. Мы уже работаем на предприятиях, и поэтому это очень интересно, и лично я это советую. МГТУ имени Баумана – альма-матер для многих космонавтов. Стоит отметить, что сейчас на борту Международной космической станции находятся сразу 3 выпускника легендарного вуза. И у каждого из сегодняшних ребят есть возможность не только создать космическую технику будущего, но и самим прикоснуться к звездам. Комментируя итоги международного кинофестиваля «Циолковский», его президент Игорь Угольников сказал: «Большой интерес к фестивалю говорит, что мы на правильном пути». Итоги этого прекрасного кинофорума у Влада Миронова. Всю прошлую неделю мы с коллегами провели в Калуге на 3-м кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский». У нас там было много всего, но если событие прошло мимо вас, не беда. Скорее открывайте наш YouTube-канал. Каждый фестивальный день я делал обзор самых интересных событий в специальной рубрике «Дневники фестиваля». Также ежедневно в прямом эфире своей авторской программы «Добрый вечер, Вселенная» выходил и общался со звездными гостями президент кинофестиваля Игорь Угольников. И, конечно же, мы показали церемонии открытия и закрытия события. И вот на последней я хотел бы остановиться чуть подробнее. Церемония проходила в одном из корпусов Калужского музея космонавтики, в зале истории ракетно-космической техники. Награды вручали прямо посреди музейных экспозиций, ракетных двигателей и макетов космодромов. Гран-при «Циолковский» за лучший фильм получила работа белорусских кинематографистов «Чижевский. Плененный солнцем». Фильм рассказывает об ученом Александре Чижевском, который первым в мире предположил, что от солнечной активности зависит состояние всего живого на Земле, в том числе и человека. За работы в области гелиобиологии ученый мог получить Нобелевскую премию, но от представления к престижной награде отказался. Очень красивая и интересная картина. Также не могу не поделиться с вами новостями о наградах, которые заслуженно получили мои коллеги из телестудии Роскосмоса. Мы привезли на Циолковский 5 документальных картин, 2 из которых участвовали в конкурсной программе, и обе стали лауреатами.
Специальный приз от председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова присудили нашей премьере – документальной картине «Наука того стоила». Фильм погрузит вас в драматичную историю создания и запуска долгожданного модуля «Наука» российского сегмента МКС. Кстати, это был официальный фильм закрытия кинофестиваля. Увидеть его каждый желающий сможет уже совсем скоро. Мы готовим для вас особый сюрприз, так что следите за новостями. Еще одна работа, документальный фильм «Наш мир», был отмечен специальным призом президента кинофестиваля. Он, кстати, уже доступен на нашем канале, так что обязательно посмотрите. Очень трогательная картина о первой советской орбитальной станции с эксклюзивными архивными материалами о ее создании, жизни и проводимых на ней научных экспериментах. Люди, которые со мной разговаривали, тогда было к 20-летию затопления станции «Мир», я чувствую эту боль. Все люди, прошло 20 лет, но не все глубоко переживали это событие. Это была их трагедия. Мне хотелось это передать. На самом деле это наш общий приз. Только вместе, только коллективом можно сделать достойную работу. Потому что ты должен чувствовать, что тебя поддерживают. Фильмы делаются не для призов на самом деле. Это самое такое, это уже вот последний такой вот бонус. За день до этого фестиваль посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он вручил специальный приз госкорпорации картине «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Документальной работе о самой большой коллекции фотографий Юрия Алексеевича, сделанных в 60-е годы, а также представил совместный научно-просветительский проект Роскосмоса и Первого канала «Вызов». Сейчас съемочная команда готовится к продолжению работы уже на Земле, а режиссер фильма Клим Шипенко пообещал привезти готовую картину на следующий Циолковский. Так что набираемся терпения и ждем следующего фестиваля. Ну а у нас на очереди международные новости. И в студии, как всегда, Александр Баулин, главный редактор экспертного медиа «Про Космос», который я настоятельно советую всем вам читать и, разумеется, подписываться на «Про Космос». Саш, приветствую. Ну, собственно, начинай. Здрасте, Николай, здрасте. К сожалению, и третья попытка мокрого теста сверхтяжелой ракеты СЛС не удалась. Ракету уберут со стартовой площадки обратно, у них VAB называется, это что-то типа нашего монтажно-испытательного комплекса, и, видимо, придется тест повторить. Старт съезжает все дальше и дальше. Вроде там мелкие были неисправности. Поочередно текли гелий, водород, азот. Душераздирающие подробности, Саша. Тяжело забраться на Луну, да еще с человеком. Да. Давайте к более позитивным новостям. Да, добавь светлых тонов. Да, у НАСА первая частная миссия на МКС «Аксиом-1» должна была приземлиться 19 апреля. Но из-за плохой погоды в зоне приземления «Драгона», у нас бывают переносы Союза, когда плохая погода, я вот так навскидку не вспомню. Это тема для отдельного разговора. Они останутся как минимум до 24 апреля на МКС. Это же хорошо, Мне повезло кажется, ребятам. повезло. Ребята на 5 дней дольше побудут на МКС на халяву. Ну, третья новость. Значит, Национальная академия наук США распланировала следующие миссии потенциальные для изучения Солнечной системы. И одной из целей может стать Уран. 7-я планета Солнечной системы была только один раз исследована вблизи. В 1986 году мимо пролетал Voyager 2. Но мы понимаем, насколько продвинулась техника и что мы сможем узнать об этой планете, где там сверху на атмосфере метан, внизу водяной, значит, пар, сама она ледяная. Много интересного. Старт не раньше 2031 года, а уж пока нам долетит. Есть время пособирать материалы для лонгрида в «Про Космосе». Спасибо. Саш, спасибо. Моя коллега Юлия Дерябина убедилась, что молодежь, мечтающая о космической карьере и исследованиях дальних планет, уже сегодня точно знает, какие первые шаги надо сделать. Я выиграла сертификат на бесплатную консультацию. Более 1500 будущих инженеров приняли участие в студенческой неделе Моспром Студвик, которая прошла с 9 по 15 апреля в Технополисе Москва. Главная цель мероприятия – это возможность получить приглашение на работу еще до выдачи диплома.
один рабочий день мы прособеседовали большое количество людей, что в реалии рабочего времени часто бывает невозможным, потому что есть ряд других задач, которые необходимо выполнять. Плюс еще тут, что, как я уже сказала, здесь очень разноплановые кандидаты. Надо отметить, что участие в подобных смотринах важно как для самих молодых специалистов, так и для потенциальных работодателей, получающих возможность присмотреться к перспективным студентам технических вузов. Сразу собрали информацию о тех вакансиях, которые у нас открыты в компании. Сразу они были размещены на специальном ресурсе. Соответственно, сюда записывались уже те люди, которые заинтересованы в данной работе. Это очень удобно. Это не холодный поиск. То есть люди уже заинтересованы в работе. Они приходят сюда для того, чтобы просто пообщаться и понять, насколько все-таки они хотели бы попасть в данную организацию. Юрий Снайд, так называлось захватывающее действо, посвященное первому космонавту, объединившее ученых, стартаперов и космонавтов-испытателей. Анна Шенцева, наша коллега, выступила там в качестве ведущей и собрала специально для вас главные эмоции и впечатления. Сегодня говорим о космосе, общаемся с космонавтами, с учеными, с бизнесменами из мира космонавтики. Кроме полетов в очках виртуальной реальности, селфи со скафандром и розыгрыша подарков от Роскосмоса и спикеров, гостей ждали новые знания о космосе. Например, как встретить инопланетян легально или как терраформировать Марс. Для начала, конечно, нужно разобраться, что такое, в общем-то, терраформирование, правда? Терраформирование, что же это? Это изменение атмосферы, климата, поверхности космических тел с целью сделать на них пребывание человека довольно-таки комфортным. Среди вариантов нанести термоядерный удар по Марсу, чтобы немного разогреть планету. Ну или запустить туда бактерии. Тема интересная, советую почитать про нее больше на досуге. Никита Парцевский из Orbital Express рассказал про то, сколько на самом деле мусора в космосе и как там делать уборку. На орбите примерно 130 миллионов фрагментов мусора, но, по словам Никиты, это не так страшно, как звучит. Если просто взять и разделить это количество объектов на тот объем, который у нас возникает на орбите, на низкой околоземной орбите от 200 до 900 километров, мы получаем примерно, что каждый объект имеет рядом с собой квадрат, куб, со сторонами в 14 километров. Это огромное расстояние. Все спикеры подготовили для зрителей вопросы, и самые активные участники внесли домой подарки. Должна заметить, была и среди аудитории самая активная любительница космоса, которая лет через 10 сама отправится покорять космос. Что тебе больше всего понравилось сегодня? Мне понравилось вообще тут быть. На Юрий Снайд был и космонавт Кирилл Песков, которого долго не отпускали со сцены, и настоящий бой джедаев и «Звездных войн», и даже вечеринка. Так что если в этом году вы к нам не успели, ждем вас 12 апреля 2023. У вас есть целый год на подготовку. И снова о выходе в открытый космос, который состоялся в этот понедельник. В Центре управления полетом не только координировали действия Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытом космическом пространстве, но и снимали сцены для фильма «Вызов». Слово Алексею Дудину, оператору проекта. У нас в фильме есть тоже эпизод со своей внекорабельной деятельностью. Соответственно, чтобы понимать, как это выглядит на экранах ЦУПа, потому что мы построили свою декорацию ЦУПа, и у нас такой же большой есть экран. И чтобы нам всем было понятно, как это должно быть, мы вот сейчас снимаем в ЦУПе в настоящем, когда происходит настоящий ВКД. Когда ребята были в космосе, мы, собственно, все дни я дежурил здесь в ЦУПе. То есть 10 дней, пока ребята были на орбите, но за исключением последних 2, потому что я летел уже навстречу на посадку, а все остальные дни я провел в ЦУПе. И я проникся теми людьми, которые здесь работают. То есть мы начали проникаться всей вообще с космонавтикой, наверное, с первого дня нашей подготовки. А ЦПК и ЦУП, наверное, квинтэссенция людей, которые работают, их уверенность и спокойствие, которые они вселяют в космонавтов, это, наверное, ни с чем не сравнимо.
Как рассказывать о космосе и космонавтах интересно, ярко и познавательно. Именно эти творческие проблемы обсудили участники школы «Новые медиа». Космонавт, я Земля. Земля, я космонавт. Самодействие отличное. Продолжаю полет. Легендарная «Поехали» и улыбающийся Гагарин. Огромные ликующие толпы людей при виде первого космонавта Земли. Это образы, которые сразу всплывают в голове, потому что мы сотни раз видели архивные кадры тех событий. И даже если вы родились лет через 50 после первого полета, вы спокойно перескажете, что тогда происходило. Все это благодаря фотографам и журналистам, которые работали в то время. Космонавтика настоящего тоже когда-то станет историей. Ее запомнят потому, как блогеры и журналисты расскажут нам о ней сегодня. После этого была не менее сложная задача. Мастерская новых медиа как раз занимается образованием специалистов в медиасфере. Ее участники побывали в Московском музее космонавтики, погрузились в историю, узнали больше про настоящее и попробовали угадать будущее, чтобы потом написать об этом. Преобразование энергии имеет определенный коэффициент полезного действия, и остаток преобразуется в тепло. И вот этот выхлоп тепла наша Земля, она просто не сможет переварить, если мы в перспективе наши энергоемкие такие производства не перенесем за периметр Земли в космическое пространство. Журналисты познакомились и с Сергеем Куцверчковым, космонавтом Роскосмоса и тоже блогером. Во время экспедиции на орбите он вел блог в своих социальных сетях и рассказывал о жизни на МКС. Интернет он доступен всем, видео доступны всем, и поэтому распространение, популяризация информации о космонавтике, о научных достижениях, она очень-очень важна. После такого космического медиахакатона участники мастерской сразу начали применять знания на практике. В течение нескольких дней каждый участник создает несколько видов контента о космонавтике в России, а также о людях, которые работают в отрасли. Роскосмос планирует и дальше сотрудничать с журналистами, которым интересна тема космоса. Дело в том, что даже те знания, которые для нас кажутся привычными, общеизвестные факты, они устаревают, способы донесения этой информации тоже устаревают. И если специалист от журналистики вновь проявляет интерес к этой теме и по новой рассказывает даже общеизвестные факты, они перестают быть общеизвестными, они проигрываются, проживаются и узнаются по-новому. Люди проявляют интерес, потом приходят в музей, приходят в просветительские центры. Это и есть то самое гражданское просвещение, которое нам очень необходимо сегодня. В большом космосе время астрофотографии, обзор объектов Вселенной. Николай Вдовин, неутомимый популяризатор астрономии и космонавтики, у нас в студии. Коля, приветствую, рад тебя видеть. Добрый день. Начинай астрофото. Ну, сегодня у нас противостояние очередное. На этот раз 7 сестер против Калифорнии. Итак, туманность Калифорния против Плеяд. Плеяды на Руси называли стажары. Это самые молодые звезды, которые мы можем увидеть. Вот их горячий свет как бы подсвечивает газопылевое облако, которое находится вокруг них. А это водородная туманность, которая своими очертаниями похожа на штат Калифорния. Вот между ними противостояние. Следующая фотография Кирилла Янковского. Феерический восход Луны в морозном низком тумане в бескрайних полях Омской области. Какая красота. Я, мне кажется, бывал в этих местах. Да, я вообще думал, что это Байкал. Но нет, здесь где-то близ находится поселок, который называется Байкал в Омской области. Какое совпадение. Что еще? Следующий снимок — это туманность, это внутри туманности бегущий цыпленок южного созвездия. Внизу можно... Только названий не бывает. Ну, конечно, их сколько площади. Внизу можно увидеть такие темные глобулы. Это очень редкие объекты, называются темные глобулы Теккерея по их первооткрывателю. В общем, я думал, в честь писателя. До них 6500 световых лет. Это сделано, конечно, космическим телескопом. Вот. Ну, на сегодня, наверное... Как всегда, потрясающе красиво. Объекты Вселенной сегодня какие? Объекты Вселенной. Сегодня у нас Колдуэлла 63, туманность улитки. Я вот пытался ее снять много лет. 5 лет за ней гонялся за улиткой, никак не мог угнаться. Но вот, наконец-то... Николай Вдовин все-таки догнал не простую улитку, а астрономическую, объекты Вселенной. Давайте смотреть.
Колдуэлла-63 – туманность-улитка, самая близкая к нам планетарная туманность. Впервые ее обнаружил астроном Карл Людвиг Хардинг в 1824 году. Она находится в созвездии Водолея на расстоянии 650 световых лет от нас. В связи с характерным видом пользователи интернета и журналисты также часто называют этот космический объект как «Око Бога». Туманность появилась благодаря окончанию жизненного пути звезды главной последовательности, подобной Солнцу. Светило сбрасывало с себя свою атмосферу, а затем превратилось в небольшую горячую звезду типа «Белый карлик», который можно увидеть в центре. Протяженность планетарной туманности — 3 световых года. Скорость расширения оболочек в космическом пространстве составляет 31 км в секунду, а возраст улитки — 10 600 лет. Если наблюдать за Колдуэллой-63 в различных спектрах, то можно увидеть интересную уникальную структуру туманности. Красным светят эмиссионные линии атомов водорода, а сине-зеленым цветом — трижды ионизированный кислород. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели «Большой космос». До встречи на информационных орбитах. Увидимся.